Рада всех приветствовать на своем канале. Благодарю вас, мои дорогие, за просмотры, лайки и комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Приглашаю. Я ценю каждого своего зрителя. Вы для меня очень дороги. Сегодня я разложу для вас расклад «Снежная королева», где мы рассмотрим вопросы относительно вашего одиночества. Выявим причину вашего одиночества, проверим, какой мужчина растопит ваше ледяное сердце и какими сложатся у вас с ним отношения. Напоминаю, что это общий расклад, который актуален на момент его просмотра. Гадание подходит для одиноких дам, которые не состоят в никаких отношениях фактически. Также для тех дам, которые еще замужем, но по ряду причин еще не развелись, и на момент просмотра этого видео у них нет никаких отношений с мужем. Будет два расклада. Выбирайте свой. Давайте начнем. Итак, первый расклад. Разложим карты по вопросам расклада. Почему вы стали снежной королевой? Причина заморозки вашего сердца. Причина ли вашего одиночества отработка ошибок вашего рода? Причина ли вашего одиночества отработка своих собственных ошибок? Для чего было дано вам это одиночество? Суждено ли вам быть в отношениях в будущем? Какой мужчина растопит лед в вашем сердце? Какими сложатся у вас с ним отношения? Откроем карты по первому вопросу. Почему вы стали снежной королевой? Причина, по которой вы стали холодны. Недоверие к мужчине стало основной причиной вашего одиночества. За вашими плечами негативный опыт отношений с лживым мужчиной, который говорил вам одно, на уме у него было другое, а действовал непонятно как. Инфантильность и нежелание брать на себя ответственность этого человека сыграли свою роль в вашей жизни. Мужчина вам многое обещал, но особо не стремился этого выполнять. Никаких серьезных действий от него так и не было в ваш адрес. Вы не знали, как достучаться до него, чтобы он вас начал понимать и перестал обманывать, играть в любовь. До последнего вы надеялись, что он повзрослеет, станет серьезнее. Ваш рассудок постоянно вел борьбу с вашим сердцем. Умом вы понимали, что это тупик, а ваше сердце надеялось на улучшение ситуации. Но эти перемены к лучшему так и не настали. На некоторых дам мужчина поднимал руку. Вы эмоционально выгорели, вышли из отношений и больше не желаете знать этого человека. Второй вопрос. Причина ли вашего одиночества отработка ошибок вашего рода? Однозначно да. Вы должны проработать кармическую задачу вашего рода. Показано, что вы найдете неординарный и очень мудрый ключ решения данной задачи. У каждой из вас, дорогие мои снежные королевы, это будет свой путь решения. Но всех вас объединяет одно, что эта задача была поставлена для вас старшей женщиной по роду, мамой, бабушкой или прабабушкой, которой, скорее всего, уже нет в живых. Что именно она сделала, расклад не показал, но можно перечислить несколько вариантов применения любовной магии в отношении мужчины. Либо она ушла от мужчины, который ее любил, либо, как вариант, она могла не дождаться мужчину с армии. За такую оплошность вашей родственницы теперь вы должны, так сказать, понести наказание. То есть достойно пройти кармический урок вашего рода. Скажете, что это несправедливо? Знаете, карма иначе не работает. Третий вопрос расклада. Причина ли вашего одиночества отработка своих собственных ошибок? Если колода Ленорман и здесь показала вашу карту-сигнификатор, это также ответ «да». Как я вижу, ваш кармический урок состоит и в решении отработки ошибок вашей умершей родственницы и своих собственных ошибок. Ваша кармическая отработка состоит в том, что вы должны простить и отпустить того мужчину, который вас предал, обидел, бросил, обманул, несправедливо с вами поступил. У каждой из вас была своя неприятность. Вам нужно принять это событие как данность, как некий опыт, который сделал вас еще сильнее и мудрее.
А в чем состоит свойство сильных? В умении прощать. И вы должны так поступить. Как в будущем вам понять, что вы окончательно прошли свой урок? Легко. Как только поймете, что перестали вспоминать о прошлом, о бывшем, и что вас больше не интересует чувство обиды, страха и опасения, что вас снова обманут, предадут. 4 вопрос. Для чего вам было дано это одиночество? Для проработки ваших страхов, опасений. Некоторые из них тянутся с детства. Для гармонизации внутреннего психологического состояния, выхода из апатии, депрессии. Пройдя через эти испытания, которые вам, безусловно, кажутся несправедливыми, высшие силы в награду вам пошлют знакомство с мужчиной. Для большинства дам этот мужчина будет иностранцем. Причем эти события должны произойти в скором будущем. Следовательно, вы находитесь на завершающем этапе прохождения кармических уроков. Вы двигаетесь в правильном направлении, которое ведет к переменам к лучшему. Вам будет дан шанс распрощаться со своим одиночеством раз и навсегда. Благодаря вашему одиночеству вы научились распознавать правду от лжи, стали мудрее, научились контролировать свои эмоции и управлять ими, принимать взвешенные правильные решения, рассчитывать события на порядок шагов вперед, благодаря вашему стратегическому холодному мышлению, что свойственно снежной королеве. 5 вопрос расклада. Суждено ли вам быть в отношениях в будущем? Да, суждено, невероятно. Показан именно тот мужчина, который спешит в вашу жизнь для создания гармоничных семейных отношений. Вы друг друга понимать будете с полуслова, будто вы знакомы с ним уже много лет. Как и говорилось ранее, в 90% случаев мужчина может быть иностранцем, либо он с другого города. Возможно, он любит много путешествовать. Карты раскрывают для вас этого человека именно как вашего будущего законного супруга. Показано, что мужчина полюбит вас всем сердцем. Как бы банально для вас это ни звучало, далее он предложит вам серьезные отношения, а позднее выйти за него замуж. Обратите внимание, на 2 картах изображены птицы, лебедь и аисты, которые символизируют преданность одному любимому человеку. Это парные птицы, однолюбы. 6 вопрос. Какой мужчина растопит лед в вашем сердце? Описание мужчины. Достойный вас мужчина, в буквальном смысле идеальный, о котором можно только мечтать. Одинокий, без каких-либо отношений. Четко показано, что благодаря ему вы смените статус одиночества на горячо любимую, желанную и роскошную женщину. Какими качествами и чертами характера будет обладать мужчина? Добрый, отзывчивый, любящий детей, семьянин, ценящий семейные традиции, верный, неспособный к предательству, не любит сидеть на одном месте, обожает путешествия, активный спорт, здоровый образ жизни. Мужчина также характеризуется как достойный вас, доблестный рыцарь, способный на высокие поступки. Иногда это весьма экзальтированный мужчина. Умеет красиво ухаживать за дамой, не скупиться на подарки. Внешне он красив и обаятелен. Ценит искусство, скорее всего, следит за тем, что актуально в моде, либо любит классическую одежду. В стремлении к мечте не остановится ни перед чем. Можно сказать, мужчина-победитель. Последние вопросы расклада. Какими сложатся у вас с ним отношения? У вас начнется романтичный конфетно-букетный период с этим человеком, который постепенно перерастет в стабильный, крепкий, гармоничный и весьма перспективный на очень длительный срок союз. Отчетливо видно на картах, как мужчина будет задаривать вас дорогими подарками, будет дарить вам роскошные букеты цветов и шикарные украшения. В обществе вашу пару будут считать идеальной и в буквальном смысле слова вашу пару будут ставить в пример.
Также вижу, что ваш избранник сделает вам предложение замуж. Это будет очень красиво, как в романтичном кино. Собственно, вы сами все это видите по картам. Скажете, такое бывает только в сказках, а вот и нет. Увидите, что это станет вашей реальностью. Чего я вам и желаю от всего сердца, мои дорогие. Приветствую вас, дорогие двоечки! Разложим карты по вопросам вашего расклада. Почему вы стали снежной королевой? Причина заморозки вашего сердца. Причина ли вашего одиночества отработка ошибок вашего рода? Причина ли вашего одиночества отработка своих собственных ошибок? Для чего было дано вам это одиночество? Суждено ли вам быть в отношениях в будущем? Какой мужчина растопит лед в вашем сердце? Какими сложатся у вас с ним отношения? Открываем карты по первому вопросу. Почему вы стали снежной королевой? Причина, по которой вы стали холодны. Как показывают нам карты, в вашем прошлом остались отношения, в которых вас предали, растоптали. Вы слепо доверились мужчине, а он не оправдал ваших надежд. С того момента вы в принципе перестали на кого-то надеяться и доверять. Для вас отношения теперь табу, и вы не уверены, встретите ли того, кто вас достоин. Всецело вы погрузились в учебу, работу, повышение квалификации. Вы успешно развиваетесь, растете по карьерной лестнице. Вас показывают очень опытным специалистом в той профессии, кем вы работаете. Вы никогда не останавливаетесь, всегда развиваетесь, стремитесь к победам. Чего и достигаете. Вы пришли к высоким результатам. Вас очень уважают коллеги, друзья. Для кого-то вы даже авторитет. Но, оглянувшись по сторонам, рядом с вами нет того мужчины, на которого хотелось бы опереться и побыть немного слабой, любимой женщиной. В глубине вашей души таится надежда, что все еще возможно. Второй вопрос расклада. Причина ли вашего одиночества отработка ошибок вашего рода? В отличие от первого варианта расклада, здесь ответ нет. В вашем случае это было, скажем так, судьбовое стечение обстоятельств. Если у кого-то из вас была какая-то своя месса по решению кармических вопросов своего рода, тогда здесь показано, что задачи уже решены, карма вашего рода прошла отработку, и вам нечего переживать по этому поводу. А неудача в личной жизни для вас стала одной из немногих, которая никак не повлияет на ваши будущие отношения и останется в хрониках прошлого вашей личной жизни. Третий вопрос. Причина ли вашего одиночества отработка своих собственных ошибок? А вот здесь ответ «да». Вам необходимо выявить свои слабые места, поработать над собой, расставить правильно для себя приоритеты. Расклад открыл нам вашу карту-сигнификатор. Необходимо простить и отпустить ваше прошлое, так как оно еще вас триггерит. Это для вас болевая точка, ваше слабое место. Вы заведомо ожидаете от мужчин предательства, что очень ошибочно. Поверьте, не все мужчины плохие. Для вас уже уготовлен тот, который идет в вашу жизнь. Выпали две карты на пол и перевернулись, а они означают, что все-таки вам суждено быть любимой и под опекой крепкого мужского плеча. Знаете, в старину, если в раскладе выходил 19-й старший аркан Таро Солнце, прекращали гадать, дабы не сглазить расклад. Солнце – это источник энергии, жизни, всепоглощающего счастья, счастливой семейной жизни, рождения детей, процветания, материального благополучия, отличного здоровья и долголетия. У кого-то из вас, дорогие дамы, знакомство с мужчиной будет как-то связано с вашей работой, командировкой, либо какими-то коммерческими действиями, хобби, покупками. Кто-то может познакомиться в интернете, а кто-то на празднике. Четвертый вопрос. Для чего было дано вам это одиночество? Как было уже выше сказано, необходимость расставить приоритеты, а также немаловажную роль играет ваш духовный рост и умение выстоять, проходя через испытания.
Теперь вы стали сильной, мудрой, выросли духовно. Вы поняли для себя, что идеальных людей не бывает, и необходимо уметь услышать человека, а также понять, что вас также слышат. Прошлое заставило вас снять розовые очки. Вы прошли свой трансформационный путь, научились разделять зерна от плевел, отличать правду от лжи. Теперь вы цените в людях поступки, а не слепо верите пустым обещаниям. Вы готовы дать себе новый шанс создания отношений, при этом не витая в облаках, а трезво оценивая суть происходящего. Карты указывают на то, что вы успешно прошли или проходите испытание быть снежной королевой. Вы большая молодец, которую в будущем ожидает достойный мужчина для стабильных отношений. Пятый вопрос расклада. Суждено ли вам быть в отношениях в будущем? Как мы с вами увидели в предыдущих вопросах, суждено. Невероятно, как колода Ленорман отвечает нам «да» через карту сердца. Карты метла и крест указывают на то, что все-таки вы будете побаиваться, а вдруг новый мужчина окажется таким же подлецом. Но это будут лишь ваши ошибочные о нем суждения, чего не стоит воспринимать всерьез. Показано, что вам суждено быть в паре с мужчиной, который уважает, ценит семейные традиции. Он будет верен вам, о чем говорит нам карта собака. По карте якорь эти отношения обречены на очень длительный союз. Аисты – птицы семьи, рождение детей, переезда на новое место жительства для создания семьи. Мужчина полюбит вас всем сердцем и позовет вас замуж, о чем нам говорят две последние карты Таро. Да и в целом по данному вопросу вышло аж два сердца. Это взаимная любовь, гармоничные стабильные отношения. Шестой вопрос расклада. Какой мужчина растопит лед в вашем сердце? Описание мужчины. Он будет старше вас, возможно, крепкого или атлетического телосложения. Мужчина с высокой степенью ответственности. Самое главное – судьбовой. Благородный, воспитанный, добродушный. Вместе с этим очень надежный и влиятельный человек, на которого можно положиться. Очень любит и ценит жизнь. Ради любимой женщины готов на высокие поступки. Этот мужчина мог достичь в своей жизни высоких целей, как в карьере, так и в духовном росте. Не исключено, если он руководит каким-то предприятием или целым отделом, либо развивает свое дело, бизнес, причем успешно, ставит перед собой высокие цели и идет к ним. Это лидер, победитель, на все руки мастер. Просто воплощение женской мечты. Умеет красиво ухаживать за дамой. Человек слова. Пустых обещаний от него не ждите. Сразу видно, что у мужчины хорошее воспитание. Не исключено, что он имеет много заслуг, побед, наград, высоких достижений в карьере. Честь, доблесть и благородство свойственно такому человеку. Это рыцарь в доспехах, который покорит ваше сердце. Мужчина, который находится в поиске любимой для серьезных отношений. Последний, седьмой вопрос расклада. Какими сложатся у вас с ним отношения? Карты просто кричат. Ваша мечта наконец-то осуществится. Вы будете наслаждаться конфетно-букетными романтическими встречами. Мужчина признается вам в любви, предложит вам вывести отношения на новую ступень. Эта ступень развития отношений начнется с законного оформления семейных отношений, либо совместным проживанием. Но немного погодя, мужчина позовет вас замуж. Показано также, что будет приобретено новое свое личное семейное гнездышко. Это дом или квартира. Карты прорисовывают счастливую семейную вашу жизнь, богатую роскошью, стабильностью, уверенностью друг в друге. В ваших отношениях будет царить гармония, стабильность и абсолютное счастье. Отношения будут все сильнее укрепляться. Благодарю всех вас, мои дорогие, за участие в этом гадании. Желаю вам удачи. С вами была Марго. До скорой встречи.